Добрый день, дорогие друзья, коллеги, родственники. Рада приветствовать вас сегодня в этой студии. Сегодня у меня интереснейший гость. Этот гость работает в такой отрасли, где я совсем не знаю тонкости этой отрасли. И я участвую больше как зритель, как наблюдатель. Не буду вас томить. Сегодня у меня в гостях Наталья Расторопнова, генеральный директор Sled Production House, продюсер и лично для меня, но я думаю, как и для большинства, самый известный эксперт, специалист, все, что касается аудиовизуальной продукции. Наташа, я тебя безумно рада сегодня видеть, ты как всегда прекрасно выглядишь. И я безумно рада, потому что у меня есть возможность сегодня рассказать в студии и показать всем, насколько ты яркий и талантливый человек. Именно такой, какой я тебя знаю. Наташа, знаешь, вот готовясь к этому интервью, я наткнулась на одну статью в интернете. Я немного прочитаю статистики. Согласно отчету Celluloid Sailing, женщины составили лишь 5% специалистов, участвующих в производстве 250 самых крупномасштабных фильмов 2019 года. И для меня был вообще вопрос, кто эти специалисты и почему их так мало. Я зашла на YouTube канал, называется BAFTA Guru, и там была панельная дискуссия среди женщин, которые работают в киноиндустрии. И прозвучала, скажем так, на тот момент проблема в том, что в основном не хватает женщин, продюсеров, операторов, сценаристов, режиссеров, и то есть что-то нужно делать. И у меня такой вопрос. Киноиндустрия действительно является до сих пор мужской отраслью? Спасибо огромное за приглашение. Я очень рада тебя видеть. Мы несколько лет не виделись. Последний раз виделись с тобой в Бостоне. Вопрос очень интересный. На самом деле, да, киноиндустрия является в большей степени мужской отраслью. И женщины занимаются это в большей степени. Это гримеры, костюмеры, помощники режиссеров, вторые режиссеры, какой-то став по дополнительным функциям, но все-таки основные центральные роли, как режиссеров, операторов-постановщиков, занимает мужчина. Но, знаешь, я все-таки думаю, этому есть объяснение. Работа над картиной, она занимает достаточно длительный период времени. И она, как правило, поглощает все время у человека. И женщина может посвятить себя как режиссер, либо как оператор, если, как правило, у нее нет семьи. Потому что в этот период времени она полностью выпадает из семейной жизни. Потому что фактически съемочный период занимает 2-3 месяца, и это вообще нон-стопом ты отсутствуешь дома, да? Плюс это предподготовительный постпродакшн. И в среднем картина, если мы говорим о крупных проектах, может длиться и 2 года. Я думаю, что не каждая женщина может отказать себе в семье, чтобы полностью себя посвятить каким-то творческим процессам. Понятно. А вообще есть разница в том, что снимает женщина и мужчина? Вообще какие вопросы они затрагивают? Может быть, у женщины какие-то другие вопросы, которые они хотели бы осветить в своих фильмах? Здесь нужно правильно сказать, потому что кино делится, есть кино коммерческое, есть кино авторское, артхаусное, да, скажем так. И все-таки, если мы говорим про коммерческую часть, то здесь вообще гендер не имеет никакой истории, потому что здесь больше картины, которые призваны собирать зрителя. И, как правило, от режиссера ничего, по сути дела, не зависит. Основное — это сценарий и продюсеры, которые наводят генеральную линию. Если мы говорим об артхаусных каких-то вещах, там тоже, как правило, люди в большей степени поднимают свои личные проблемы, то, что касается лично, персонально этого человека, да, и который он хотел бы донести и рассказать миру, да, либо с помощью какой-то своей истории трансформировать этот мир, да, через какую-то собственную боль, через какие-то прожитые вещи. Поэтому, не знаю, на мой взгляд, прям такого гендера все-таки его выделенного, как бы ты хотела, нет. А вот что касается лично тебя, вот ты сама бы что хотела бы снять? Мы же все меняемся. То, что ты хотела бы показать аудитории 5 лет назад, наверняка сейчас у тебя совсем другие вопросы, наболевшие какие-то проблемы, которые ты видишь в обществе, которые ты хотела бы показать сейчас. Ты знаешь, да, абсолютно так и есть, но здесь есть маленькая предыстория, да. У меня в
индустрии был определенный провал, и связанный он с провалом, да, как говорится, масло масляное. И если тогда мы нацелены были на коммерческие истории, хотели снимать комедии, потому что они собирали кассу, то сейчас происходит как-то с годами, да, некая переоценка ценностей, есть огромное желание, да, что-то обществу дать, что-то показать, потому что изначально вообще киноиндустрия, да, кино было призвано влиять на умы, там, скажем, и души людей, да, как бы великий Геббельс в свое время с помощью как бы пропаганды использовал кинематограф. И сейчас, на мой взгляд, мир, он такой, он не настоящий. Проблема в том, что социальные сети трактуют людям, как нужно жить, и человек на самом деле уже настолько одевает маски, и никто не знает, кто какой есть на самом деле, и совершат совершенно страшные, чудовищные вещи, прикрывая кто-то своим положением, кто-то какими-то законами. И хотелось бы как раз-таки поднять эту проблему, что самое главное, ребят, мы теряем человечность, мы теряем свое как бы душевное состояние, мы теряем доброту. Я не хочу рассказывать историю, потому что синопсис уже написан, и если все будет хорошо, там, дай бог, в ближайшие 3 года проект будет реализован. Здесь прям хотелось поаплодировать, что ты прям обращаешь внимание именно на то, что нам важно сейчас в обществе поднимать. Вот ты говорила про провалы, и я, скажем так, услышала, что ты объективно понимаешь, что это были провалы. Ты можешь так по-честному поделиться, какие вот провалы ты считаешь, что действительно вот там надо было, наверное, дотянуть? И какие лидерские качества ты вовремя не включила, чтобы избежать этих провалов? Ой, это, знаешь, я сейчас, наверное, всему, что происходило со мной в жизни, да, я безумно благодарна. И я считаю, что я признаю все свои ошибки гениальными, потому что если бы они не произошли, не было бы меня сейчас такой, какая я есть, да, потому что благодаря именно моим ошибкам, которые, да, там были совершены, я состоялась, я получила огромный, колоссальный опыт, потому что если бы этого не было, этого опыта на сегодняшний момент бы не случилось, и не было бы успешных проектов благодаря этому. В частности, мой провал, да, такой, за который мне, собственно говоря, там, скажем, стыдно, это проект «Залетчики». Изначально эта история задумывалась как добрая семейная комедия, продолжение там «Мимино 2». Но, к сожалению, мы пошли по пути коммерции и переписали сценарий. И откровенно это получилась, ну, такая очень неприглядная комедия, ну, под которой, честно говоря, не хотелось бы подписываться, что это там моя работа. Если говорить про лидерские качества, мне не хватило, наверное, не лидерских качеств, мне не хватило опыта для того, чтобы все-таки настоять на своей идее. И это к вопросу к тому, что не надо гнаться за деньгами, а все-таки если ты изначально транслируешь какую-то вещь, да, задача была у людей вызвать приятные положительные эмоции. И когда, грубо говоря, наступила на как бы своему желанию, да, там, на горло, послушала каких-то советов и ушла от себя, от своего желания, ну, как бы, собственно, такая история и произошла. Может быть, именно что не хватило опыта сказать «нет, вот мы делаем так, как я хочу», потому что мне говорили там московская команда, что вот они авторитет, они знают как правильно. Я такая, ну, наверное, не знает. Ну, не хочу перекладывать ответственность на кого-то, это только my fault. Ну, я больше чем уверена, что лучшие фильмы ждут тебя впереди. Но, Наташ, ты ведь очень разносторонний человек. Я не знала, что у тебя, оказывается, была кроличья ферма. Совершенно недавно узнала, что ты делала украшения к Новому году. Но я знала, ты транслировала у себя в Инстаграме про Harvest фестиваль. Понятно, что какие-то проекты в твоей жизни, они по заказу сделаны. А вот мне бы хотелось бы узнать, какие из этих проектов, они лично из твоей идеи выросли? Что они несут людям? Ты знаешь, на самом деле, когда ты говоришь про заказ, да,
То же самое, к примеру, оформление города к Новому году. Да, это заказ города, но проект, который мы продвинули, да, честно, он мне вообще во сне приснился, это город сказок, который мы реализовали в парке президента. Задача была создать такое новое место притяжения, потому что все традиционно ходят на площадь КБТУ, да, там Дворец Республики, а как бы эта часть города, она такая некая обделенная получилась. Но при этом парк сам разросся, он очень красивый, да, и мы создали такое место, куда приходили как взрослые, так и дети. Мы подняли, получается, 6 сказок. «Алиса в стране чудес», «Ертостик», «Белоснежка, 7 гномов», «Снежная королева», «Аладдин». И огромная была нестандартная елка, это была коллаборация с компанией Samsung. Вот. И люди туда реально потянулись, там еще был огромный каток перед входом. И самое главное, что мы видели, это эмоции, которые люди получали, приходя в это место, когда они там фотографировались, снимали рилс, да. И это классно, потому что люди говорили: слушайте, у нас много лет ничего не было в этом районе, и мы прям в шоке, и мы такие счастливые. И видя эти эмоции, ты понимаешь, что мы сделали нужное дело. При этом это государственный заказ, но они не заказывали конкретно именно город сказок. Мы придумали этот проект, предложили им, они его поддержали, и мы его реализовали. И вот благодаря этому получилась такая клевая штука. Harvest Fest — это полностью наш проект, да, это фестиваль урожая. Это прям такая, знаешь, такой проект, который греет душу. В каком плане? Мы же очень много путешествуем по миру, и мы принимаем участие, смотрим различные фестивали, различные мероприятия, которые ежегодные по миру проходят. И мне прям очень хочется, чтобы у нас в Казахстане были такие традиции, да, которые складывались, которые помогали бы людям вживую общаться, поскольку мы настолько сейчас живем в соцсетях, да, всякие именно вот такие фесты, они позволяют коммуницировать, пробовать что-то новое. И именно вот, знаешь, я считаю, что нет ничего лучше живого общения. Ты можешь... Я не люблю переписываться, да? Мне лучше всего позвонить к человеку, поговорить, да, потому что ты слышишь голос, ты видишь интонацию, когда ты разговариваешь вживую, ты видишь глаза, и ты понимаешь, как бы откликается у человека что-то, о чем вы говорите. И это все-таки такая, знаешь, энергетика, происходит обмен. И я за это. И я кайфую, когда мы делаем такие проекты. У нас на этот год заложено 9 очень крупных проектов по Казахстану. Пока не имею права озвучивать все, чуть позже будет в виде анонсов, но мне будет очень приятно такого масштаба и такие реально классные, вкусные проекты сделать. И ты меня настолько тоже сейчас в разговоре вывела на эмоции позитивные, что я даже уже потеряла в уме вопрос, который хотела задать. Но я знаю, что ты участвовала в проекте совершенно случайно, да, тоже по YouTube смотрела твои интервью и увидела, что ты участвовала в проекте Эльмиры Кармановой, «Акем Турале» называется, да, там каждый рассказывает о своем папе. Ну, действительно, очень теплые чувства вызвали, как люди рассказывали, да, то, чему научил папа, чем запомнился папа в детстве. И у меня такой вопрос: ты вообще как считаешь, вот мужчины сейчас в Центральной Азии, вот в плане женского лидерства, они наши союзники или же все-таки, так назовем, да, что должны быть защитниками, там, где мужчина впереди, а женщина чуть-чуть позади? Ты знаешь, если как бы констатировать факт того, что происходит, как бы оно тянется еще, да, там, с советской истории, поэтому все-таки как бы патриархальное общество, оно как бы в любом случае налицо и в бизнесе тоже. Но я все-таки мечтаю за то, что мне нравится слово «союзники», понимаешь? Я хочу, чтобы все были союзниками, потому что благодаря союзам, понимаешь, получаются классные проекты, реализуются просто обалденные идеи. Потому что когда слово есть защита, значит, есть от чего защищать, да, там, с чем-то воевать или что-то. Мне, знаешь, оно так вообще не моя тема. А когда все-таки какие-то партнерские взаимоотношения, когда нет никакого соревнования, а ты не тратишь свою энергию, свои силы, что-то доказывая, а именно ты вкладываешь весь этот импульс в реализацию проекта, это же круто. Как бы у тебя нет распыления сил на ненужные вещи. У вас союз, вы двигаетесь, у вас есть цель. И это круто. Ну ты, когда мы с тобой разговаривали, говорила, что я веду бизнес по-женски. Это вот что значит? И я вообще как бы все-таки за то, чтобы женщины вели бизнес по-женски.
Сама структура женщины, как бы это такая мягкость, это вода, это отсутствие агрессии. И в любой, как бы, чем бы женщина ни занималась, да, там именно мы говорим про бизнес, она что-то должна нести созидательное в посыле, да, это может быть даже не то, что купи-продай, а что-то, знаешь, в социальных сферах, что-то связанное с благотворительностью, потому что она все равно какая-то больше, обширная. Понимаешь, мужчина, он как бы решает так точечные такие, да, не глобальные, но такие точечные задачи. Вот. А у женщины природа такая, знаешь, она не всегда про деньги. Она именно про творческую реализацию, а деньги уже подтягиваются, когда женщина делает то, от чего она реально получает удовольствие. Это не то, что сейчас трендово, знаешь, там все говорят, делайте то, что вам приносит удовольствие, и там деньги придут. Это на самом деле, знаешь, такая штука, когда ты делаешь больше, чем то, чего от тебя ожидают. И именно он не из агрессии, да, а такой из некой любви, из такого открытого, распахнутого сердца, и оно как-то работает иначе. Классно. Расскажи, пожалуйста, Наташа, вот когда-то давно, даже недавно, в 2018 или 2017 году, 2019 году, да, еще до ковида было, мы, как ты говорила, встречались с тобой в Бостоне. Ты пригласила меня на какой-то совершенно там ресторан на 33-м этаже, мы любовались, да, городом. И ты поделилась тем, что вот-вот, или даже на стадии был проект, хочешь выпустить приложение по психологической поддержке, где искусственный интеллект, он дает рекомендации, да, людям. Ну, я так поняла, что это исходило из того, что вообще записаться на прием к доктору в США, ну, достаточно сложно. Это приложение у тебя рассчитано, оно называется Mindrix, на рынок США. А вот как ты считаешь, почему вот в Центральной Азии такое приложение будет актуальным, учитывая нашу ментальность, что мы, ну, не особо активно ходим к психотерапевтам? Ну, когда мы с тобой разговаривали, этот проект был на стадии идеи. И сейчас буквально вот-вот мы уже выходим в релиз. И выходим мы в релиз не только в США, это еще Австралия, Великобритания, это в большей степени англоговорящие страны. А через там, порядка 9 месяцев у нас будет идти локализация на 15 языков. Вот. И мы здесь не ограничены какими-то регионами, мы как раз-таки идем от языкового, да, там, составляющего. И знаешь, опять этот проект, он для меня очень важен, он родился, к сожалению, из таких тяжелых ситуаций. У нас в моем близком окружении несколько человек покончили жизнь самоубийством. И мы проглядели, и, к сожалению, опять-таки вернемся к соцсетям, которые транслируют некую успешную жизнь, и сейчас настолько у нас как бы стали неблизкие отношения, что люди не делятся с друг другом истинными проблемами, да, там, и не идут к специалистам, их не решают. Ты вот говоришь, да, что да, у нас не принято ходить к психологам. Это, кстати, очень плохо, потому что человеку порой даже он остается один со своими проблемами и нечем поделиться. А на данный момент уровень стресса вообще в мире, да, и со всякими абсолютными ситуациями, он возрастает во много раз. И период неопределенности, в который мы сейчас вступили, да, очень сильно страдают мужчины, потому что они сами по себе структура, они логики, и они не могут планировать, и они находятся в очень сильном дисбалансе. Да. Кстати, вот сейчас то, что период женского лидерства, я думаю, что он выйдет на очень такой высокий уровень, потому что как раз-таки сейчас структура хаоса — это женская стихия, мы очень гибкие, мы можем легко лавировать, да, там, и балансирование как раз-таки это наша тема. Вот, и наше приложение будет большой поддержкой людям, потому что очень высокий уровень стресса. И, знаешь, здесь говорить там Азия, Европа, да, там другие страны. Я очень надеюсь, что благодаря нашему продукту мы будем приносить людям пользу. И они вот в моменте, здесь и сейчас смогут решать свои психологические проблемы, чтобы они, грубо говоря, не заходили вовнутрь глубоко и не откладывались через психосоматику, да, там, в целом здоровье. Вот слушая то, что ты рассказываешь, все твои проекты про пользу людям. И, знаешь, недавно прочитала цитату тоже в интернете, как бы не банально звучало, некоторые цитаты меня действительно мотивируют на действие, да. И, ну, знаешь, великий кинорежиссер
Мартин Скорсезе, там его такие фильмы, как «Славные парни», «Казино» у меня постоянно на пересмотре находятся. Он сказал, что кино удовлетворяет извечную потребность коллективного бессознательного, потребность людей в общих воспоминаниях. И если бы была написана статья о тебе там, в одном из крутейших журналов нашего мира, о чем бы это была статья, что бы ты хотела рассказать о себе, о своем продукте именно с твоим ДНК, какое бы воспоминание ты хотела бы оставить о себе людям? Это очень тяжелый. Это очень тяжелый вопрос. Но знаешь, мне всегда, вот как-то вот последние годы, наверное, вообще сложилась такая тенденция. Я очень, ну как бы знаешь, нахожусь в такой некой лаборатории, смотришь на людей, на какие-то поступки, действия или бездействия. Это же тоже выбор, да, когда человек не действует. И я смотрю, что люди в погоне за какими-то иллюзорными целями, они забыли о своих детских желаниях, о своих детских мечтах. И знаешь, с помощью каких-то моих проектов, которые я реализовываю, мне нравится вызывать в людях детские, поистине детские эмоции, когда ты видишь взрослого человека, а у него детские озорные глаза. И я от этого испытываю кайф. Потому что если на мгновение он вернулся в детство и забыл о чем-то, понимаешь, вспомнил, чего хотел, для меня это огромное удовольствие. Поэтому я, наверное, за истинные желания, за такие, знаешь, искренние, детские, которые, чтобы люди о них помнили, их реализовывали и не уходили от себя настоящих. Спасибо большое. Даже, наверное, через камеру видно, какие у меня сейчас детские озорные глаза, потому что столько позитива, столько радости от общения, ну, наверное, не часто испытываешь, еще тем более с таким человеком, как ты. Даже я вот, знаешь, когда ты говорила о проектах своих, о своих целях, о желаниях, ты мне напоминаешь, есть такой персонаж, он исторически тоже существовал, Франсуа Ватель. Это был устроитель праздников при дворе принца Конде. И он всегда говорил, что истинная красота, она скрывается внутри человека. Вот нужно ее вытащить и показать, и тогда люди действительно запомнят, вот эти воспоминания у них останутся навсегда. И они будут именно лелеять душу, вызывать только самые позитивные, хорошие эмоции. И эти хорошие эмоции дают возможность дарить эти эмоции другим людям, что важно, да? Поэтому спасибо тебе большое за такое теплое интервью, такое душевное интервью, за такую атмосферу, которую ты сегодня создала. И я очень рада и надеюсь, ты сейчас в Казахстане, будем активнее общаться. Спасибо большое, мне тоже очень приятно. И я хочу сказать всем, кто смотрит проект, во-первых, всем женщинам дерзать, не бояться, потому что если ты не попробуешь, ты не узнаешь, сможешь ты или нет, а может любой. Просто вопрос в том уровне внутренней смелости, да, и не бояться после ошибок пробовать, 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 пробовать. И я всем желаю эмоций, настоящих, моментов, которые будут генерить эти эмоции. Ведь многие мы читали, да, что на склоне лет человек вспоминает не то, чем он владел, а те яркие моменты в жизни, которые у него были. Поэтому всем ярких моментов, запоминающихся, которые будут запечатлены на фотокамеру, которые можно пересматривать и кайфовать от момента. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, смотрите это яркое интервью на моем канале Her Way in Central Asia. Спасибо.